Это был тяжелый год для всех нас из-за войны. Тяжелый год, который мы все ожидали за последние десятилетия. В следующем году, чтобы дай бог, война когда-нибудь закончится. Все будут живы и здоровы, а также посмотрят на мирное небо. Ребята, спасибо, что вы были с нами в этом году. Что ж, вы все сами видели. Еще год назад, в 2022 году, сказал последний раз, что в этом году все пройдет. И война, и хаос, все вместе взятые. Но, к сожалению, безобразие продолжается. Это очень грустно на самом деле. Я пришел к вам не просто так. Я пришел к вам для того, чтобы подвести итоги выходящего 2023 года. А так стоит выдвинуть результаты набранных подписях в предыдущем и этом году. И не только. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. За весь 2023 год было набрано всего 125 подписчиков, 39 511 просмотров, 1266 лайков, выпущено всего 191 видео вместе шортс. Это на 31 видео больше, чем было в предыдущем году, а по просмотрам на 19 тысяч больше, чем было в предыдущем году. Ах так, кстати, забыл озвучить результаты по подпискам, просмотрам и лайкам за весь выходящий предыдущий 2022 год. Сейчас скажу. Всего 224 подписчиков было набрано, которых на 99 подписчиков меньше, чем в этом году, и на 149 подписчиков меньше, чем в 2021 году, а также 20 763 просмотров было набрано за весь 2022 год и 1412 лайков, которых на 146 лайков больше, чем было в этом году, и выпущено всего 160 видео вместе шортс. В этом году был отличный результат. Но мне кажется, что подписок и лайков нужно набрать еще больше. Ну ладно, хоть просмотры выросли на ура, но сотнями и тысячами из-за шортс и некоторых роликов. Поэтому в следующем году будет намного больше. В этом выходящем году случилось то, что давно не было во время 10-месячного перерыва из-за войны. Мы вернулись в рубрику «Кооператив» и начали проходить втроем с Валерией 23 и Героем ТВ игру Roblox из-за популярности одного известного режима под названием Турс. А потом были другие режимы на фоне игры Кальмара, Rooms, Outlast, пародии на Пяти ночей Фредди и Фазмофобии. А также были в кооперативе Радужные друзья с 3 частями и так далее. А также среди прохождений было пройдено Unlimited Goose Game, Ice Cream 7. Кстати, в январе следующего года вы увидите финальную 8-ю часть данной игры, так что ждите. Evil Nun, The Broken Mask, Witch Cry, Granny, The Complex, Resident Evil 4 2005 года, Deadpool, Transformers The Game, Metro Last Light и South Park The Fractured But Whole. На данном этапе, в конце этого года, мы начали с вами проходить Far Cry 2, который в следующем 2024 году мы обязательно продолжим проходить его до конца. А что насчет других кооперативов, кроме Roblox? Мы увидели мультиплеерную версию Ice Cream United, Ion Classic, Mechabellum, сам же Minecraft, который мы вернулись в новейшие версии 1.20 со новой и другие игры, которые мы узнали. И кстати, рубрики «Давай глянем», инди-хоррор, реакции и другие продолжаются, они никуда не делись. Кстати, напоследок всех итог выходящего года мы возвращаемся к палящей теме, которая достала нас всех еще с 24 февраля прошлого года. И это полномасштабное вторжение путинской армии в Украину, то есть так называемое СВО, по словам российских пропагандистов. Украина имела большие успехи, но с другой стороны, из-за нехватки снарядов и сокращения военной помощи от западных партнеров, ВСУ
удалось освободить только некоторые территории, оккупированные россиянами в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также на левом берегу Херсонской области. Пробить оборону между украинскими защитниками и российскими оккупантами практически невозможно. Однако российская империя потерпела неудачу. Со своими аналогов нет и большими потерями с начала этой позорной войны русские фашисты ничего не добились. Вся страна огрезла на грани настоящей гражданской войны и распада на многие независимые республики, как СССР в 1991 году. Поэтому, если вы все еще не смотрели итоги предыдущего года, то переходите по ссылке в описании и узнайте, с чего все началось. Если можно, то пора уже вкратце пройтись по всей хронологии событий выходящего 2023 года. В январе от уничтожения базы рашистов в Макеевке до большого заседания в авиабазе Рамштайн по поводу огромной военной помощи Украине, в феврале от посещения президента США Джо Байдена в Киев до ликвидации А-50 Мачулиша. В марте от провала зимнего наступления до выдачи ордера на арест Путина Международным уголовным судом Гааги и встречи Плешивого с лидером Китая Си Цзиньпина в Москве. В апреле от смерти военкора татарского в Санкт-Петербурге до трагедии Умани. В мае от парада позора в Кремле и болезни Лукашенко до наступления Легиона Свобода России и русского добровольческого корпуса в Белгородскую область. В июне от уничтожения Каховской гидроэлектростанции до мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным против Минобороны РФ. В июле от угрозы теракта на Запорожской АЭС до ареста ФСБшника в отставке Игоря Киркина-Стрелкова. В августе от захвата вертолета россиянских нацистов в Харьковщине до смерти Пригожина на России. В сентябре от переговоров главы Северной Кореи Ким Чен Ына с российским диктатором Путиным до зернового скандала между Польшей и Украиной. В октябре от начала войны между Израилем и Хамасом до очередной кибератаки на мирных украинцев с сообщением «Сменяем информацию о ВСУ на деньги» и очередных похорон Путина. В ноябре от забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной до отравления жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. И в декабре от убийства предателя Украины или Киевы до самой массивной ракетной атаки России на Украину, которой еще в 1940 году немецкие фашисты нанесли тяжелейшие атаки с воздуха на Лондон и прилета ракеты русских фашистов на территорию Польши. Вот такая хронология событий, которые мы видели, узнали и пережили все, что мы смогли. Это боль. На весь этот год боль, которая принесла путинская фашистская Россия. Уже в следующем году или в послеследующем году, может быть, война закончится только победой Украины. Но если Рашка станет еще неугомонной, то не дай бог начнется новая мировая война. Как говорится, война — это надолго, но рано или поздно когда-нибудь закончится. Вот такие итоги выходящего 2023 года. Да, признаю, что это был еще один тяжелый год, который мы сумели пережить. Скоро 2024 год. Скоро середина третьего десятилетия 21 века. И поэтому в 2024 году все будет хорошо со мной, с вами и всеми остальными. Ну что ж, ребят, мы с вами увидимся в следующем году. А на этом с нашим величайшим разочарованием закончим подвести итоги 2023 года. С вами был Император. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, зовите друзей для того, чтобы посмотреть мои видеоролики. А также рассылайте это видео всем друзьям в соцсетях. Не забывайте подписаться на мой второй канал Imperial Text и третий канал Мастерская Случай, который находится по ссылке в описании под видео. Не забываем тоже про мой Инстаграм и ТикТок,
ссылки в описании вместе с официальной группой канала в Телеграме. Там интересно. И по QR-коду, который вы сейчас видите на ваших экранах. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем покеда!